Ну что, ребята, вы думаете, значит, мы сидим здесь в казино играем в Лас-Вегасе? Нифига, мы вот только вышли из аэропорта и сразу натыкаемся на такие вот аппараты. Вот, и здесь прям можно поставить ставки и уйти в минуса, не выйдя даже еще из аэропорта. Ну или с меньшей вероятностью победить. Или, например, когда ты возвращаешься домой, ты тоже, если у тебя еще остались деньжищи, может быть, ты что-то поднял, ты можешь успеть здесь еще пару тущенок перед вылетом тоже просадить. Вот, слава богу, я не азартный, не люблю такие истории вообще. Вот, поэтому мы просто сели передохнуть немножко, вот, ну и пойдем дальше, выход наш искать, да? Сколько можно за этим автоматом уже сидеть? Запас – это компания, которая когда-то произвела на меня наибольшее впечатление и дала конкретные инструменты для работы нашей команды в России. Их культура и подход к работе команд отлично ложится на то, что мы делаем в AliExpress. Для того, чтобы мы забрали из этой компании максимум, я делюсь с ребятами тем, что мне уже удалось имплементировать в свой бизнес. Рассказываю про фишки, на которые стоит обратить внимание, и вместе мы готовим вопросы. Вы на канале Malik Trip, с вами я, Руслан Гафаров, и этот выпуск мы начинаем из Лас-Вегаса. Сюда мы приехали не для того, чтобы тусоваться в стриптиз-клубах, играть в казино и даже не на бизнес-выставку, которая проходит здесь чуть ли не каждый день. Сюда мы приехали, чтобы попасть в эту компанию, где мы сейчас прямо находимся, в организацию, которая для меня уже является таким большим примером после прочтения вот этой книги «Доставляя счастье». Я начал понимать, что в принципе работать можно по-другому, не так, как я работал, когда работал в уголовном розыске, не так, как я когда работал в ЖЭО, где мне ставили задачи, занимались микроменеджментом, не так даже, как я работал когда в банке, да, то есть и я видел кучу несправедливости. Дело в том, что я как раз в банке занимался безопасностью, одна из моих задач была это изучать все регламенты, которые есть внутри этой большой организации, и знать, как работают все, для того, чтобы находить, кто там нарушает, мошенничает, ворует деньги и так далее. Я понимаю, как вот работает такая большая система, как банк изнутри, очень хорошо. И когда я начал заниматься своим бизнесом, я понял, что я не хочу строить такую структуру иерархии. Как раз вот эта книга была тем примером, которая дала мне понять, в принципе, что можно работать по-другому. С тех времен прошло уже, наверное, лет, может быть, я не помню, там 6-7, да, вот, как я прочитал эту книгу. И я понял, что действительно сегодня и моя организация чем-то похожа на то, что когда-то давно построил Тони Шей, о том, что он написал в своей книге, и я действительно это очень рад, потому что я считаю, что организация в первую очередь должна быть продуктом, которым пользуются люди непосредственно, то есть люди конечный заказчик того, как должна работать организация, потому что именно благодаря людям организация будет расти, развиваться и достигать своих целей. То есть организация должна подстраиваться конкретно под людей. Вот, так и запас использует холократию, внутри которой есть огромное количество встреч, на которых в том числе обсуждается напряжение, так называемый tension. Ну так вот, что такое напряжение? Например, у нас есть команда из 10 человек, мы садимся и перед тем, как начать совещание, мы говорим, какие напряжения у нас есть по отношению работы нашей команды. Например, мы сначала можем обсудить Васю, то есть напряжение, которое, например, возможно, где-то он что-то не так делает, и мне это не нравится. Значит, потом Петя, потом Наташу и так далее. И после такого начала у нас появляется список таких напряжений по отношению друг к другу, которые мы бы хотели бы решить. И таким образом, эта структура, она действительно очень прочная, потому что здесь есть внутри большая справедливость, внутри которой очень сложно, значит, развиваться внутри организации благодаря каким-то там связям, либо просто выслуживайся перед кем-то, угождая кому-то, как часто я это видел, происходило в тех организациях, в которых я работал до. И когда я увидел, как это работает прям вот, ну, по-настоящему, да, прошелся по этим офисам, по этим кабинетам, я понял, что да, так работать можно, я хочу так работать, я буду так работать. И вот с тех времен, как я первый раз попал в эту организацию, прошло уже примерно 3 года, и я понимаю, что
То, что я видел, то, что меня тогда вдохновило, у меня получилось внедрить, я за это очень благодарен этой компании. Мы сейчас находимся в холле компании «Запас», которую мы пришли изучать. И что мы здесь видим? Здесь на самом деле встречают тех, кто приходит сюда к ним в гости, и мы с этой компанией устраиваем уже около 2 лет отношений, делаем так, чтобы им приятно было всегда нас встречать, они действительно очень тепло нас встречают каждый раз. И вот здесь обычно начинаются наши, так скажем, туры по изучению корпоративной культуры этой компании, по изучению тех инструментов, которые помогают «Запас» быть одной из самых больших компаний, которые занимаются продажей обуви. Они на самом деле номер один в этой теме. Компании, которая делает выручки больше $1 миллиарда, и компании которая была продана за $1,2 миллиарда Амазону. Вот, в холле что мы видим? Мы здесь видим бильярдный стол, игровую комнату, очень крутой мерч. При этом ты можешь поиграть в бильярд, прямо вот сейчас взять, например, кий. Вот. Это не стоит нисколько, и просто стать и поиграть, хотя ты просто посетитель этой компании. Вот, здесь такие вот, смотрите, смешные морковки, какие-то кресла. Там мы видим с вами очень интересный бассейн. Я очень люблю в нем купаться, да. Вот. Ну, просто мозговзрывательные картины. И то, что я вам скажу, каждый раз, когда я сюда прихожу, каждый раз, а я бываю здесь примерно раз в 2 в месяц, раз в квартал, вот, я каждый раз вижу что-то новое, и здесь реально глобально меняется полностью, вид, вот это пространство, да, то есть, и многие ребята, например, сюда приходят и хотят увидеть, что, да, сейчас я, посмотрю, как устроен офис «Запас», я сделаю то же самое у себя в компании, и таким образом, возможно, сделаю компанию свою немного счастливее. Но это большое заблуждение, потому что то, что мы сейчас видим здесь вокруг, это не причина корпоративной культуры, не причина того счастья, которое, мы все так хотим дать нашим командам для того, чтобы они работали эффективнее, а это следствие. То есть вот этот вот внешний вид каждого этого офиса, каждого пространства, это следствие корпоративной культуры. Нельзя, внедрив пространство, получить корпоративную культуру. Можно сделать такую культуру, внутри которой люди самостоятельно будут решения принимать, как я вам говорил, обсуждать свои теншены и постоянно делать какие-то глобальные улучшения в вашей организации, и вы даже можете не знать вообще, как именно ваша организация работает, почему именно она стала эффективней, а все будет просто потому, что вы создали такую культуру, внутри которой каждый человек, хочет помочь организации, хочет сделать так, чтобы она стала работать масштабнее, быть эффективнее во всем, да, то есть и делать так, чтобы все в команде были счастливы, да, то есть вот это то, что я вижу в «Запасе» и то, что меня конкретно здесь вдохновило, то есть брать внимание именно на принципы, на миссию, да, на корпоративную культуру, на том, с кем мы работаем, кого мы нанимаем, да, кого и как продвигаем, за что, да, и кого мы увольняем. Вот на этом делать фокус, и, соответственно, тогда все остальное, пространство, офисы и все, что я захочу, можно добиться просто силами команды. И я даже не буду знать, как именно это они делают. Они будут просто, следуя тем принципам, которые вместе с ними мы разработали, добиваться тех целей, которые, как они понимают, помогают организации, помогают им лично, да, то есть потому что их цели тоже синхронизированы. Вот такой вот простой, непростой, секретный секрет, который, если вы сможете осознать и внедрить в свою организацию, даст вам большую эффективность. Сейчас мы находимся в холле компании «Запас». Это здание они купили у города, по-моему, уже несколько лет назад. Вот. И на самом деле вот это здание и вот все, что видим мы вокруг, раньше было сначала мэрией, потом это принадлежало полицейскому департаменту. И на самом деле здесь на одном из этажей есть даже реально тюрьма, то есть, которую они не стали сносить, демонтировать, да, то есть, а просто сделали это как элементом такого декора, типа лофт, да, для их сегодняшнего спортивного зала, который находится прямо здесь. Вот, сейчас это здание полностью принадлежит компании «Запас», здесь работает 1500 человек, и вот здесь, видите, по округе написаны бренды, это те бренды, как раз, с которыми работает «Запас». Это пространство они очень часто используют для того, чтобы пригласить сюда людей, которые живут рядом с этим зданием. Для чего они это делают? Ответ очень прост. На самом деле они хотят быть частью комьюнити Лас-Вегаса и делать так, чтобы они были интересны тем людям, которые живут здесь, и, возможно, эти люди в будущем захотят работать здесь. На самом деле воронка из тех людей, которые хотят работать в этой компании, она действительно очень большая, потому что я понимаю, насколько очень круто сработал Тони Шей, когда написал книгу «Доставляя счастье». Она является как раз элементом той самой воронки, благодаря которой сюда приезжают со всей Америки ребята для того, чтобы попробовать себя здесь. И они в «Запасе» имеют возможность реально отбирать только лучших. И после трудоустройства, давайте немножко об этом сразу поговорим, ты сразу попадаешь в такой буткемп, в который ты проходишь, по-моему, около 4 недель.
И в эти же 4 недели, по-моему, если мне память не изменяет, ты 2 недели только работаешь, соответственно, в отделе, который называется Custom Success, успех клиента, да, то есть или там служба поддержки по-другому. Вот. И ты обязательно должен научиться общаться с клиентами, потому что это является на самом деле не обувь, да, то есть является как бы ключевой ценностью, почему сюда люди возвращаются снова и снова, потому что обувь можно купить у того же, не знаю, там, Nike, Adidas, Columbia и так далее, да, то есть, а почему приходят на этот сайт и покупают здесь? Потому что сюда приходят именно за ценностью, которую создает именно люди, общаясь с людьми, за вот этим, за службой поддержки. Вот, и поэтому 2 недели каждый человек, который приходит сюда, значит, на работу, независимо, ты пришел сюда, не знаю, там, убираться, в столовую, куда бы там ты ни пришел, ты сначала учишься общаться с клиентами. Вот, и потом бывают такие пиковые сезоны, когда все 1500 человек могут сесть, взять телефонную трубку, либо сесть у монитора для того, чтобы отвечать на письма клиентам, да, то есть, и, соответственно, делать это там с утра до вечера. То есть они могут сделать так, что в один из дней просто все команды переключатся на звонки. Все это дело зависит от того, насколько сегодня есть у них вот метрика, скорость ответа, значит, на обращение клиента. Вот, то есть, если внутри команды понимают, что, например, если у нас есть метрика, что мы должны отвечать не дольше, чем за 10 секунд, но у нас сегодня 11 секунд уже, да, там скорость ответа клиента, мы понимаем, что, скорее всего, не хватает тех ресурсов команды, которые уже сейчас у нас задействованы, и они переключают сюда, условно, отдел маркетинга или дизайна, отдел фотографии или там создания контента на то, чтобы помогать именно непосредственно общаться с клиентами, потому что именно это является главной ценностью этой организации. Вот такая простая метрика, как скорость ответа клиенту, во-первых, на телефонный звонок, во-вторых, на электронную почту, в-третьих, в чат, а у них как раз вокруг этого ценность создается, да, то есть вот вокруг этой метрики здесь как бы построена такая большая организация, потому что они понимают, что одна вот эта метрика может глобально давать им понять, насколько они эффективны в тех или иных задачах. Поэтому вам такой инсайт отсюда и запас, да, найдите свою одну метрику, управляя которой вы сможете сделать ваш бизнес более эффективным. Сейчас мы находимся в месте, который как раз ведет, там вот за углом как раз есть такое поле, на котором здесь ты можешь выгулить свою, например, собачку, да, то есть вокруг собак тут вообще построен огромный культ. Дело в том, что собака — это как бы часть культуры сейчас Америки, и люди покупают собак себе для того, чтобы получать больше удовольствия от жизни, и в запас это понимают, и они не хотят, чтобы люди бежали из запас, значит, домой для того, чтобы там покормить свою собаку, выгулить ее. Они предлагают всем, кто работает в запас, брать своих питомцев сюда на работу, и сделали для них здесь место для выгула, место для кормления и много вот как раз инфраструктуры. Здесь я, кстати, видел даже специальный кондиционер для собак, такая небольшая коробка, куда ты можешь типа как в будку, значит, завести свою собаку, чтобы она там подышала, остыла, вот, и потом могла гулять. Вот. Они все это делали для того, чтобы люди, находясь здесь внутри запаса, они не чувствовали себя, что они на работе, а чтобы каждый, кто работает здесь, он чувствовал себя дома. Они понимают, что если каждый будет чувствовать вот это вот удовольствие от того, что он просто проводит время с теми людьми, которые его окружают, этот человек сможет сделать лучше из того, что может, для того, чтобы сделать его организацию, которая создала для него такую вот инфраструктуру, значит, он будет делать из нее там лучшее, что сможет для того, чтобы организация была эффективнее, потому что он понимает, что он часть ее, он чувствует себя глобально вместе с ней, и он будет стараться делать все как для себя, да, то есть просто потому что решили все его проблемы. Вот такой простой тоже инсайт: решайте проблемы своей команды, делайте так, чтобы их ничего вообще не отвлекало от того, чтобы, значит, выполнять те задачи, которые вы вместе с ними как-то приоритизировали, что именно делать их нужно, именно их, да, то есть, и тогда они будут более увлечены и стараться делать лучше, и вы будете эффективнее, и всем будет счастье. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, обязательно ставьте лайки и пишите внизу, значит, комментарии, так мы поймем, что вас действительно волнует, что вам интересно, и сможем быть вам в наших следующих выпусках более полезны. Итак, обязательно прямо сейчас пишите комментарии. Пам! Сейчас мы находимся на плотине Гувера, и сюда мы приехали для того, чтобы с нашими ребятами попрактиковаться в упражнениях. Дело в том, что большое количество наших участников по возвращении домой делают те практики, которые мы с ними используем для групповой динамики внутри нашей программы. И сейчас здесь мы для того, чтобы как раз вот немножко людей ближе друг с другом познакомить, и таким образом на встречах мы сможем действовать более эффективно и вытаскивать от наших спикеров гораздо больше ответов на вопросы.
команду. Дайте воды. Вы же только начали. Ну окей, давайте водички попейте, сейчас продолжим другую задачу делать. Давайте водички возьмите. Люблю возвращаться в это место. Тут можно сесть, помедитировать, набраться сил. Человеку, который родился и вырос в Башкирии, очень необычно видеть перед собой такие пейзажи. Ведь все мы были воспитаны на фильмах про Америку. И то, что я сейчас вижу, я видел много раз в разных фильмах. И находясь здесь, вот сейчас, я понимаю, что если я сумел добраться вот до этой точки, находиться здесь, то все остальное будет проще. Находясь здесь, я понимаю, что я буду возвращаться сюда снова и снова. Для того, чтобы прийти и дышать здесь полной грудью, чувствовать вот эту свободу. Мне нравится здесь необычность пейзажа. Дело в том, что действительно я ничего такого ранее нигде не видел. Мне нравится просто сидеть и смотреть. Иногда даже говорить ничего не хочется. Я вот, честно говоря, даже сейчас себя заставляю говорить, потому что мне больше хочется, знаете, такой вот внутренний диалог с самим собой, не открывая рот, просто о чем-то помедитировать, вспомнить, что мне действительно важно, вспомнить родных, близких, поблагодарить мир, Бога за то, что у меня есть возможность быть здесь сейчас, видеть то, что я вижу сейчас, возвращаться сюда снова и снова. Любить, быть любимым, смотреть и видеть, слушать и слышать. Короче, жить. Если вы еще не подписаны на наш канал, то делайте это прямо сейчас. Ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи в Америке!